Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. У меня вот обрезки органзы остались. Я отрезала полосочку, складываю ее пополам и прошью от сгиба на расстоянии, ну, где-то миллиметров 8. Вот у меня она вот не складывается как нужно. Ну, вот так вот прошью. Вот так прострочила. Я специально белыми нитками, потому что, чтобы виднее было, вы можете выбирать нитки подходящего цвета. Но на самом деле это особо не влияет. И вот срезаю краешек, оставляю небольшой припуск, миллиметра 3-4. У меня есть видео, как выворачивать узкую деталь, но я уже тут тоже, это быстро. Беру иголку цыганку толстенькую с ниткой, с толстым узелком на конце. И иголку эту просовываю внутрь своего этого шнурочка до самого конца. Просунула, тяну нитку. Вот. И эту нитку я тяну вот на себя и вытаскиваю вот этот конец, выворачиваю свою деталь. Вот у меня уже кончик вышел. Все, отлично вывернула. И срезаю узелочек. Убираю эту нитку. Все, вот мой шнурок вывернут, все припуски внутри уже. И теперь режу этот шнурок на равные кусочки. Я не мерила заранее, потому что мне таких шнурков несколько придется сделать. А дальше я беру, у меня вот такие вот бусинки. Видно, да, что они прям вот сверкают. Я беру бусинку, вкладываю в свой шнурочек вовнутрь, довожу до серединки. Видно, да, она оттуда немножечко поблескивает. Беру нитку с иголкой. Узелок у меня с той стороны будет, где шов. Несколько раз туда-сюда просовываю, затягиваю. И вот так вот заматываю, чтобы у меня получилась бусинка, как бы затянутая тканью. Так затягиваю, назад туда просовываю и завязываю узелочек. То же самое делаю с противоположной стороны. Это можно делать не обязательно с органзой, можно с обычной тканью, с любой непрозрачной. В этом случае, если вы обычную ткань будете использовать, то и бусины тогда можно самые, которые вот у вас некрасивые есть, те и взять. Я решила органзу использовать в своем проекте, поэтому решила уже, чтобы и бусинки были внутри посимпатичнее. Я сделала таких 19 штук, у меня получилось. Я думаю, мне хватит. Я беру вот кусочек, у меня белая бязь, и вот так вот их буду пришивать. Буду стараться смотреть, чтобы узелочки у меня были с противоположной стороны. Вот они вот у меня узелочки здесь. Я буду, значит, вот так поворачивать. Я узелочки делала на той стороне, на которой шов. Вот так я буду нашивать. Ну и по одной, естественно, брать, пришивать свои вот эти бантики с бусинками. Вот так получилось после того, как я пристрочила. Я беру вот два кусочка у меня одинаковых ткани. И я их хочу пришить, закрыть кончики вот этих своих, этой всей красоты. Значит, я буду вот так пришивать их. С одной стороны и с другой. Снимаю булавочки, отворачиваю, смотрю. Ну, как-то так. Так, и теперь вторую также. Лишние припуски я срежу. Вот. И теперь вот все-таки прострочу я строчку, чтобы зафиксировать вот эти места. Вот так. Прострочила я эти отделочные строчки. И решила, что надо мне немножко удлинить мою
заготовку, поэтому я пришью. Девочки, надо сразу думать. Я вот сразу не подумала, поэтому будет у меня дополнительная строчка. Вот так вот я ее пришью, просто подлиннее. И я выкроила еще один такого же размера прямоугольник и еще два из такой вот, она как плащевка такая ткань. Но мягенькая такая, как бархатистая немножко даже. Я буду делать косметичку. Я в описании оставлю ссылочку на видео с моей прошлой косметичкой и на видео, как вшить молнию на планке, чтобы у вас был пример перед глазами. И я вот по уголкам своих и подкладки, и лицевой части вырезала вот такие квадратики по 2 на 2 сантиметра. И вот здесь вот там, где молния, тоже, ну, я не знаю, если считать вместе с вот этим подворотиком, который у нас ушел в молнию, тоже это будет 2 на 2. Вот, и с этой стороны также. Теперь беру, наверное, сначала я начну с подкладки. Беру подкладку и сшиваю боковые швы, вот так. И мне надо здесь оставить отверстие для выворачивания, поэтому я вот так вот дошью только до этих уголков, а здесь полностью. Вот. И то же самое сделаю с лицевой частью, боковые, нижний шов. Но перед этим мне надо будет расстегнуть молнию, иначе я к ней не подберусь с изнаночной стороны. Вот сначала сошью, значит, изнанку, потом лицо, но прежде чем сшивать лицо, расстегну молнию. После того, как я боковые стороны прострочила и дно зашила, я вот так вот беру свою подкладочную ткань, разворачиваю вот по этим прямым сторонам, которые вот по 2 сантиметра. И точно так же разворачиваю квадратик ровными сторонами, чтобы он держался. Вот эту лицевую сторону все тоже скалю, уже все вместе. Так и так. Вот, и прострачиваю вот так вот, ну, с припуском 5 миллиметров. Шовчики у меня от подкладки в эту сторону завернута, лицевая сторона в эту, чтобы не было очень толсто. Прострочила. И то же самое делаю с противоположной стороной, вот этой. И отдельно каждый уголок сошью в подкладке. И ну, можно тоже вместе, но я уже не хочу плодить ошибки вдруг неправильно. Вот так вот прострочу оба этих уголка и то же самое с лицевой частью. Девчонки, застрочила все уголки, и теперь наступает момент истины. Я выворачиваю. Выворачиваю и посмотрим, что у меня вышло. Так, ну в первую очередь мне нужно будет зашить вот это отверстие, через которое я выворачивала. Все хорошо, красиво, ровненько. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Так, сейчас зашью вот это отверстие и вернусь, и все вам покажу. Вывернула. Посмотрите, какая получилась красотища. Золото-бриллианты сверкают. Классно. Мне нравится. Молния. Конечно, я без косяков не обойдусь. Я забыла вшить сюда вот куда-то хлястик такой вот, ну, какую-то держалочку, за которую хвататься, чтобы это застегивать молнию. Но я справляюсь. И второй момент, видите, вот у меня тут маленькая дырочка. Надо было подальше зашивать, чтобы молнию захватить. И вот эта молния, она же у меня как бы расходилась. Я ее изнутри зашила вручную просто, чтобы вот здесь вот не расходился хвостик этой молнии. Вот. Так что исправила. А дырочку эту только вам показываю. Больше никому не покажу.
Если вам понравилось, девочки, это видео, если вы планируете такую красоту шить, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.